Ласточкин хвост – красивое и очень надежное соединение. Такая техника, вероятно, предшествовала письменной истории. Один из самых ранних примеров – это древняя египетская мебель, погребенная с мумиями времен Первой династии. Сегодня многие мастеровые обходят стороной это соединение из-за кажущейся сложности или прибегают к помощи фрезера и дорогостоящих шаблонов. Разумеется, шаблоны и станки необходимы для массового производства, но зачастую ласточкин хвост нужен для разовых проектов, и покупка таких приспособлений нецелесообразна. Да и вообще это видео больше предназначено для любителей, людей, которые любят мастерить и не имеют доступа к станкам и всевозможным приспособлениям. Так что при желании и наличии простой ручной пилы и стамески, каждый может выгодно выделить свои изделия красивыми и крепкими соединениями ласточкин хвост. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, для меня это очень важно. В этом видео я покажу 3 самых распространенных соединения и одно, на мой взгляд, самое сложное соединение на ласточкин хвост. Для разметки я использую такой простой шаблон. С одной стороны 1 к 5 для мягких пород древесины и с другой стороны 1 к 8 для твердых пород. Что обозначают эти цифры 1 к 5 и 1 к 8? Очень просто. Для изготовления такого шаблончика нужно просто построить треугольник прямоугольный с катетами с соотношением сторон 1 к 5 и 1 к 8. Как компромисс можно сделать одинарный шаблон с соотношением сторон 1 к 6 или 1 к 7. Для разметки можно использовать карандаш или разметочный нож. Как обычно, и у одного, и у другого есть свои преимущества и недостатки. Также и рейсмус может быть либо с карандашом, либо с ножом. Преимущество карандаша лишь в том, что карандаш можно легко стереть, а от рейсмуса с ножом или от разметочного ножа остается полоска, которую уже нельзя сошлифовать. Но преимущество такой разметки в том, что в это углубление четко становится стамеска. А если сделать небольшую подрезку, то такая канавка задает направление для пилы. После разметки с помощью шаблона я переношу эти линии на торец и провожу линии с угольником. Это делается для того, чтобы визуально контролировать угол реза. Сейчас я делаю самый простой сквозной ласточкин хвост с широким гнездом, который также можно сделать с помощью фрезера. Но есть некоторые соединения ласточкин хвост такие, которые нельзя сделать при помощи фрезера. И такое соединение мы рассмотрим чуть дальше. Вырезать проушины можно двумя способами. Можно просто обычным лобзиком выпилить, а можно вырубить стамесками. Я здесь покажу и так, и так. При вырезании проушин не следует стамеску сразу ставить на линию разметки. Нужно чуть-чуть отступить, так как стамеска будет проминать древесину и уйдет за линию разметки. Особенно это касается мягких пород древесины. Выпиливая проушины лобзиком, также следует немного отступить, чтобы точный рез сделать уже стамеской строго по линии разметки.
Для разметки шипов заготовку с проушинами следует приложить на торец другой заготовки и разметить разметочным ножом или карандашом. Шипы зарезаем точно так же, как зарезали проушины. Излишки убираем или лобзиком, или стамеской. Вот та самая канавка, которая служит для направления пилы. Подрезаем, подравниваем и собираем. Сейчас сделаем такое соединение ласточкин хвост, которое практически невозможно сделать с помощью фрезера, так как ширина гнезда в самом узком месте всего около 1 мм, и в такую прорезь пройдет только тонкое полотно пилы. В первом случае как раз мы и сделали такое соединение, которое можно точно так же сделать с помощью фрезера, и после сборки едва можно отличить, где была ручная работа, а где нет. Ну и вот хорошо заметно, что в данном случае нельзя это сделать фрезером, нельзя сделать с помощью циркулярки, потому что у циркулярки там диск около 3-4 мм толщиной. Даже на ленточной пиле, потому что там тоже пропил несколько, там 2-3 мм будет. И получается так, что такое соединение можно сделать только с помощью тонкой ручной пилы. Вот, это явный признак будет ручной работы. Это на сегодняшний день большая редкость, потому что сейчас уже все можно практически сделать на станках там, с ЧПУ и так далее. Но вот такое соединение по-прежнему остается признаком ручной работы. Конечно, сейчас кто-нибудь скажет, что можно там на ЧПУ какой-то тонкой фрезочкой, но все равно останутся круглые уголочки и так далее, и так далее. И в конце концов, я думаю, что эта затея не стоит таких мучений. Тем более, что ручное изготовление вот таких вот соединений каких-то не требует никаких подготовок. То есть не нужно не рисовать никакие траектории, не нужно изготавливать никакие специальные приспособления для станков, для циркулярки, например, там и так далее. Поэтому мне очень нравится делать вот такие вот разовые проекты исключительно ручным инструментом, так как можно просто взять, вот достать там пилу, стамеску и сразу же что-то сделать без дополнительных каких-то сложных долгих подготовок. Очень красиво такое соединение смотрится, если детали выполнены из контрастной древесины, например, из красного дерева и клена. Пример такого изделия вы можете посмотреть, перейдя на видео по подсказке. Ну и вот для примера два соединения. Одно можно сделать фрезером, другое можно сделать только вручную. Вот, ширина пропила до 1 мм. А сейчас будем делать полупотайной ласточкин хвост, который применяется в ящиках обычно. Фасад
спереди совершенно целый, то есть без прорезей, а сбоку боковины ящика крепится уже на полупотайной этот ласточкин хвост. Все, поехали, размечаем, пилим, все как в предыдущих случаях. Проушины в таком соединении полупотайной ласточкин хвост точно так же прорезаются насквозь, как и в предыдущих двух случаях. Разница в том, что во второй заготовке мы немного отступаем от передней, вот от лица заготовки и размечаем. То есть это соединение будет видно только с одной стороны изделия. Так как соединение у нас не сквозное на одной детали, поэтому пропиливаем просто вот под углом и не насквозь. Остальное все будем выбивать стамеской. Ну и напоследок сделаем самое сложное для меня соединение. Это скрытый или потайной ласточкин хвост на ус. Такое вот соединение я делаю впервые. Я его увидел несколько лет назад в одной книге, и мне показалось, что я его никогда в жизни не смогу повторить. Но недавно увидел на YouTube, что японцы применяют это соединение довольно часто, в повседневной работе буквально соединяют там крышки комодов, крепят. Есть интересное наблюдение у меня такое. Это соединение я не раз замечал в видео с японскими мастерами, но ни разу не видел такое соединение у американцев или у наших мастеров. А причина этого явления, мне кажется, очень проста, что японцы скромный народ и могут себе позволить сделать такое сложное соединение и спрятать его от посторонних глаз. Ну, а мы, по всей видимости, не можем. Нам обязательно надо показать, что вот, я тут старался, это ручная работа, вот он ласточкин хвост. Так как после сборки останется только видимое соединение на ус. И как оно сделано, постороннему наблюдателю будет непонятно. То ли это склеено просто срезано под 45 градусов, склеено на клей, то ли там какие-то доминошки или шканты, или что-нибудь еще. Вот, но практически невозможно догадаться, что там такое. Размечаем все точно так же, как и во всех предыдущих случаях. Просто так как он такой вот прикрытый, потайной, то надо по длине отточить грифель, и все получится. Ну и пропиливаем точно как полупотайной ласточкин хвост, и лишнее вырубаем стамеской. Ну и вот он, долгожданный момент сборки. Присаживаем, ну, не идеально, но очень-очень крепко.
очень интересно. Я обязательно что-нибудь такое себе сделаю с этим соединением. Вот, ну и сейчас посмотрим все то, что мы сделали раньше. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Возможно, я чего-нибудь не показал. Может, кто-то считает, что я делаю что-то неправильно. Пишите. Давайте поспорим немного. Я знаю, да, вот будет спор, что сбоку остается вот эта линия от Рейсмуса. Но мне уже даже делали такое замечание, что вот на ящике для инструментов оставалась такая линия, видна, она не сошлифовывается. Но лично для меня вот это всегда было таким признаком ручной работы. То есть я видел старинную мебель с ящиками, и там сбоку есть четкая такая вот канавка от Рейсмуса. Поэтому, меня лично она не смущает. Кого смущает, пожалуйста, рисуйте карандашом. На здоровье. Вот, и еще, ребят, не забывайте подписываться, потому что нам это очень-очень важно. Спасибо вам. Приходите еще. Пока.